Они стояли в полукруге, кто-то со слезами, кто-то с сигаретой, кто-то не скрывая облегчения. Мужчину звали Виктор. Жил он в Перми. Родственники решили, что сердце у него не выдержало после недельного запоя. Вызвали скорую, врачи констатировали смерть, тело отправили в морг. Сутки спустя похороны. Все шло по стандартному сценарию. Крышку гроба закрыли, начали опускать. А под крышкой Виктор пришел в себя. Хватило нескольких вдохов спертым, кислым воздухом, чтобы он понял. Он в гробу. Не темно, а черно. Давление крышки над лицом, глухие звуки сверху. Сначала пара секунд шока, потом паника. Виктор стал кричать, биться руками по крышке. Доски скрипели. Родственники в ступоре остановили процесс опускания. Кто-то закричал, кто-то побледнел и потерял сознание. Рабочие кладбища решили, что это дух. Но стук был слишком реален. Открыли. Виктор был жив. Потный, в бледной простыне, с поцарапанными пальцами. Окружающие отшатнулись. Кто-то даже перекрестился. Позже он рассказывал, как слышал собственные поминки, голоса родных, как хотел закричать, но язык не слушался. Скорая приехала уже второй раз, но теперь, чтобы реанимировать ожившего. Врачи не стали спорить с чудом, просто увезли его в реанимацию, и этот случай стал одним из самых известных на Урале. Однако шок начался не тогда, когда он очнулся, а когда выяснилось, что его признали мертвым без вскрытия и без ЭКГ. Но даже Виктор не испытал того ужаса, что почувствовала одна женщина, проснувшись в мешке в морге. Клаудия Лопес из Аргентины считалась мертвой почти сутки. Ее тело отвезли в морг после отказа внутренних органов, вызванного редкой аллергической реакцией. Там, в металлическом ящике, она пришла в себя. Руки связаны, мешок на молнии, внутри темно и жутко холодно. Шок, слезы, судорожное дыхание. Клаудия не знала, где она. Только осознание запаха формалина, металла, подсказало ей, что она среди мертвых. Крики прорвали тишину мертвецкой. Охранник морга, услышав глухой визг, поначалу решил, что это фантомный шум, но звук повторился. Хрип, стук, звяканье металлической двери холодильной камеры. Он позвал помощников, и они с опаской открыли шкаф. Женщина в мешке дергалась и пыталась вырваться. Когда ее достали, она была в состоянии глубокой истерики. Как выяснилось позже, Клаудию ошибочно признали мертвой. Не проверили пульс, не провели ЭКГ. Врач, торопясь закончить смену, просто поставил подпись. Когда дело стало достоянием СМИ, все свалили на техническую ошибку. Но вопрос остался. Сколько еще таких ошибок остается незамеченными? Сколько людей были похоронены по-настоящему живыми и иногда даже начинают закапывать? Случай произошел в одной маленькой бразильской деревне. Женщину звали Лурдес, ей было почти 70. Умерла якобы во сне. Ни вскрытия, ни экспертизы не проводилось. На утро собрали всех. Обряд прошел быстро. Местные привыкли хоронить без затягивания. Жаркий климат, да и морг далеко. Гроб закрыли, понесли. Земля начала падать на крышку. Через пару лопат Лурдес очнулась. От нехватки воздуха, от звука, от ударов земли неизвестно. Но она закричала. В истерике начала колотить по крышке. Гроб содрогнулся. Рабочие в ужасе отбежали. Родственники замерли. Один из молодых племянников не растерялся, подбежал, начал откапывать. Когда крышку сорвали, женщина лежала на боку с кровавыми пальцами и бледным лицом, жива. Шокирована, но дышала. Вся деревня обсуждала только одно. Как могли так ошибиться? Ответа не было. Врач, подписавший справку, уволился на следующий день, а Лурдес никогда больше не спала одна. По словам родных, она просыпалась от любого шороха, плакала ночами и требовала, чтобы ей оставляли свет включенным. Но еще страшнее оказаться под землей, будучи совсем ребенком. История произошла в начале 2000-х на окраине одного сибирского поселка. Девочке было всего 8 лет. Простуда, высокая температура, судороги. Вызвали врача, он диагностировал остановку сердца. Документов было немного. Семья небогатая. Похороны назначили на следующее утро. Гроб простой, без украшений. Девочку похоронили быстро, прямо на деревенском кладбище, без священника. Через несколько часов на кладбище случайно проходил старик, сторож местной часовни. Он услышал странный звук, словно кто-то царапает доски. Потом глухие удары. Он остановился, послушал. Сердце сжалось. Он побежал за лопатой. Когда яму вскрыли, девочка уже не дышала. Но в гробу были явные следы. Ногти сорваны, глаза открыты, следы крови на губах. Она проснулась уже в земле и умерла от удушья. После этого случая в деревне начали хоронить всех не раньше 2 суток после смерти. Страх остался на десятилетия. И что пугает больше всего, это далеко не единичная история. А иногда смерть не приходит сама. Ее приносят с уколом. Санитар городской больницы в Индонезии вколол препарат, который должен был успокоить тело перед отправкой в морг. Проблема в том, что препарат оказался не седативным, а сильным парализующим ядом. Пациент еще жил, просто не мог двигаться, не мог говорить, не мог дать понять, что он жив. Он все слышал, плач жены, слова прощания, как врач говорил, уже все,
как его положили в мешок. Даже когда его грузили в машину, он чувствовал каждую тряску, но не мог пошевелить ни пальцем. Только спустя несколько часов в морге ассистент заметил, что его веки подрагивают. Его спасли, едва успели. А теперь задумайся, сколько пациентов, которых успокаивали на прощание, в реальности еще были живы? Сколько таких тел отправили в морги? И дальше. И это только верхушка ледяной горы ошибок, которые до сих пор допускают врачи. Каждый раз, когда врач произносит слова «он мертв», за этим может скрываться ошибка. В большинстве случаев это факт. Но иногда это просто плохая проверка. Ошибки в постановке диагноза смерти не выдумка, а реальность. Особенно в странах, где доступ к медоборудованию ограничен или врачи работают на износ. Одна из главных причин — так называемая псевдосмерть. Состояние, при котором сердечный ритм и дыхание настолько слабы, что их не улавливают стандартные методы осмотра. При этом человек остается в сознании или частично в сознании и все чувствует. Представь, ты не можешь шевелиться, не можешь сказать ни слова, но все слышишь. Даже то, как врач говорит твоим близким: он ушел. Особенно страшны такие случаи в больницах, где на каждого пациента уходит несколько минут внимания. Врачи, спешащие закрыть смену, или наоборот, перепуганные родственники в деревне, которые сами констатируют смерть, не вызвав специалистов. Медицина знает десятки зафиксированных случаев, когда человек считался мертвым, а потом открывал глаза. Иногда на операционном столе, иногда в морге. И хуже всего, когда в гробу. Но и раньше люди прекрасно знали об этих ошибках. И страх быть похороненным заживо был не паранойей, а повседневной реальностью. Ты наверняка слышал выражение «подождем 3 суток, чтобы быть уверенными». Это не фольклор, это настоящая практика, которой придерживались в Европе, России, Латинской Америке. Люди боялись хоронить слишком рано. И причина проста. Слишком много случаев, когда мертвец просыпался. В старину существовал термин «летаргия». Глубокий сон, при котором человек выглядит мертвым. Холодная кожа, отсутствие дыхания, слабый пульс. Но через сутки или 2 человек мог проснуться, как ни в чем не бывало. Поэтому в аристократических домах покойника держали не менее 3 дней, иногда даже неделю. Гроб не закрывали, ставили свечи, молились, но ждали. Существовали даже профессии наблюдателей за мертвыми. Это были люди, которые следили за телом, не пошевелилось ли, не изменился ли цвет кожи, не дернулся ли палец. Только когда все признаки разложения становились очевидны, проводили захоронение. Парадокс в том, что в 21 веке с оборудованием, технологиями, сканерами и дефибрилляторами ошибки случаются ничуть не реже. Просто теперь их скрывают лучше. Но в прошлые века придумали и кое-что еще. Страшное, но гениальное. Услышать звонок с кладбища звучит как сцена из фильма ужасов, но раньше это было обыденной реальностью. На многих кладбищах 19 века можно было заметить странную конструкцию — веревка изнутри гроба, тянущаяся вверх к поверхности. Снаружи — колокольчик. Если мертвец очнется, дернет за веревку, колокольчик зазвонит. Кто-то придет, откопает, спасет. Такие устройства назывались предохранительными гробами. В некоторых странах их устанавливали по умолчанию. Были даже целые каталоги, где можно было заказать себе гроб с сигнализацией. Иногда туда добавляли и трубки, чтобы можно было дышать, пока не откопают. Но был и обратный эффект. Ветер мог задеть веревку. Животные — натянуть ее. И колокольчик начинал звонить ночью. Представь, что ты сторож на кладбище. Сидишь у костра и вдруг слышишь «дзынь, дзынь». Многие вскрывали такие гробы и находили уже мертвого человека, но с признаками паники внутри. Веревка дергана, ногти сломаны, спасти не успели. Со временем от таких систем отказались. Считалось, что медицина стала точнее. Но вот только практика показывает, отказались слишком рано. Иногда мертвые звонят не в колокольчик, а прямо из морга. Фотограф из Мумбаи приехал в морг, чтобы снять репортаж о переоборудовании учреждения. Все шло по плану. Снимки ящиков, инструментов, интервью с персоналом. И вдруг он услышал шорох. Подумал, что крысы. Подошел ближе, один из пластиковых мешков с телами пошевелился. Он отступил, испугался. Потом все же позвал санитаров. Мешок распечатали. Мужчина внутри дышал. Слабо, но явно. Его признали мертвым после ДТП. Никаких инструментов не использовали, просто на глаз. Пульс был слабым, дыхание поверхностным. Врачи торопились, реанимация была переполнена, выжил и подал в суд. Но дело быстро прикрыли, а персонал морга просто уволили. Официальные лица заявили, что не было злого умысла. Но после этого случая по Мумбаи разлетелась волна страха. Люди стали требовать 2 заключений от разных врачей, прежде чем отправлять тела в морг. И все же никакие двойные проверки не помогут, если успокоить решат тебя до осмотра. Особенно если дело происходит в крематории.
Это звучит как кошмар, но один из самых жутких случаев произошел в Китае. Мужчина около 50 лет доставлен в больницу с инсультом. Через 6 часов врачи признали его мертвым. Тело завернули, отправили в крематорий. Там работник уже готовил печь, когда заметил, что труп дрогнул. Он позвал коллегу, но тот лишь усмехнулся. «Показалось», — сказал он. Печь нагрелась. Работник подвел тележку, и в этот момент мужчина издал глухой стон. Спасли? Да, но чудом. Только потому, что крематорий в тот день был полупустой, и у работника хватило смелости остановить процесс. Мужчину вернули в больницу. Через неделю он дал интервью, где сказал: «Я слышал, как открывалась печь. Чувствовал жар. Я кричал внутри, но никто не слышал». В деревне близ Лагоса, Нигерия, рабочий по имени Йосуф копал могилу. Очередная стандартная смена. Горячее солнце, сырая земля, запах ладана. Соседняя могила была засыпана буквально час назад. Йосуф подошел ближе, чтобы подровнять участок. И вдруг земля зашевелилась. Ему стало дурно. Он отступил, затем, преодолев страх, поднес ухо. Едва слышно дыхание. И стук. Он не стал звать никого. Просто начал копать. Через несколько минут показалась крышка, а потом рука, царапающая доску. Мужчина внутри был в полуобморочном состоянии, но жив. Как выяснилось позже, мужчину звали Амалайо, и он страдал редким заболеванием, вызывающим продолжительную каталепсию. Состояние, при котором тело полностью замирает, как при смерти. Родные подумали, что он умер. Местный фельдшер подтвердил диагноз на глаз. После спасения Омалайо долго не мог говорить. Врачи заявили, что он мог бы умереть еще через полчаса от нехватки воздуха и паники. Спасло только то, что Йосуф оказался внимательным и не убежал прочь, как сделали бы многие. Но чаще такие случаи заканчиваются иначе. И все потому, что люди доверяют тем, кто должен знать больше. Врачам, патологам, анатомам, но они тоже ошибаются, и тогда все становится по-настоящему страшно. В небольшом городке, недалеко от Вены, мужчина по имени Томас очнулся на холодном металлическом столе. Он не мог двинуться. Тело парализовано страхом. Первое, что он увидел — белый потолок. Второе — скальпель в руке врача, приближающийся к его груди. Патологоанатом уже собирался делать первый надрез. Врачи диагностировали смерть после передозировки успокоительными. Томаса признали мертвым и направили на вскрытие. Проблема в том, что он все еще был жив, просто его тело было в глубокой медикаментозной коме. Когда он издал хриплый звук, врач сначала решил, что это посмертный рефлекс. Только спустя несколько секунд он понял: пациент дышит. Шок, паника, крики медсестры. Томас выжил, но его история, по сути, осталась без последствий. Больница признала несчастный случай. Однако этот случай стал поводом для пересмотра протоколов вскрытия во всей Австрии. Ошибки бывают у всех, но когда ошибка — это скальпель в груди живого человека, цена становится слишком высокой. А ведь еще страшнее не ошибка, а осознанное скрытие таких случаев. В одном из крупных городов России бывший сотрудник похоронного бюро анонимно рассказал, как не раз сталкивался с не вполне мертвыми. По его словам, бывало, что в гробах двигались пальцы, трепетали веки, даже издавались звуки, но никто не поднимал тревогу, потому что это проблема. Скандал, деньги, время и, самое страшное, юридические последствия. Мы просто не замечали. Закрывали крышку быстрее, отворачивались, потому что легче похоронить, чем признать, что кто-то живой. Это звучит как сюжет хоррора, но, по его словам, такое происходило несколько раз в год. И чаще всего с пожилыми людьми, у которых признаки жизни трудно уловимы. Иногда сотрудники крематориев рассказывали о том, как слышали глухие звуки из печи, или как тела согнулись внутри. Все списывали на мышечные спазмы, потому что иначе уголовное дело. А пока молчат, страшные случаи множатся. И особенно часто в местах, где не принято задавать вопросы. Где так всегда было. Россия — страна контрастов. Но есть одно, в чем она стабильно лидирует — количество ошибок при постановке диагноза смерти. Только за последние 20 лет официально зафиксировано более 2 десятков случаев воскрешения на похоронах в моргах, даже на вскрытиях. В Сибири пожилой мужчина очнулся прямо в морге. Его уже готовили к бальзамированию, когда он внезапно застонал. В Краснодаре женщина начала стучать по крышке гроба за минуту до того, как ее опустили в яму. А в Тюмени санитар выбежал из морга в слезах после того, как услышал голос трупа, просящий воды. Многие такие истории не попадают в СМИ. Родственники не хотят шума, больницы не хотят проверок, система замалчивает ошибки, а люди продолжают просыпаться в самых неподходящих местах. Только уже слишком поздно.
Когда человек умирает или кажется, что умирает, важно знать, как отличить смерть от состояния, которое только выглядит как смерть. На это не способны ни один, ни два признака. Настоящее подтверждение требует комплексных процедур. Есть состояния, которые путают со смертью. Гипотермия, глубокая кома, каталепсия, медикаментозный паралич. Все это ловушки. Человек может быть живым, просто его тело не подает признаков. Особенно это актуально в местах, где оборудование устарело или вообще отсутствует. Пульс может быть слишком слабым, дыхание почти незаметным. Зрачки не реагировать. Все это не значит, что человек мертв. Только ЭКГ, электроэнцефалограмма и полное обследование могут дать точный ответ. Поэтому каждый должен знать, если умирает кто-то близкий, нельзя торопиться. Нужно требовать тщательной диагностики, даже если врачи уверены. Даже если говорят, все уже ясно. Потому что пока не поздно, можно спасти. И, быть может, именно знание этих признаков однажды спасет кого-то из твоих родных. Или тебя.